Всем доброй ночи, друзья мои. Позвольте мне записать этот видеоролик с черным фоном. В такие моменты я не хочу отвлекаться на картину. Мне нужно погружаться в себя, внутрь себя. Поскольку я уступила все-таки просьбе Яны и решила выпустить книгу о моей жизни. Знаете, я думаю, что захочу ли я еще раз оголять душу. Это очень тяжело, поверьте мне. Не у всех женщин хватит смелости даже себе признаться об этом. А я признаюсь перед всем миром. Раскрываю свою душу. Но сильный человек, он на то и сильный, что он рассказывает тогда, когда уже все пережито. Когда уже все пройдено. В моей жизни периодически повторялись одни и те же события. Потому что я не делала выводы, а надо было делать. Я оставалась доброй во многих отношениях, а нужно было озлобляться, может быть. Ну, пусть не озлобляться, но, по крайней мере, быть осторожнее, что ли. Меньше жалеть. Не скажу доверять. Дело в том, что с малых лет мои сны и внутреннее видение всегда меня предупреждали. Но мы с вами живые люди. И всем нам хочется любви. Нам всем хочется, чтобы был рядом тот, который наш человек. И мы игнорируем все знаки, которые нам дают. А если перед тобой знак «стоп», и ты все время все равно едешь вперед, то не удивляйся, что ты ударилась об стену и получила рану. Вы знаете, какое-то ничтожество написало о том, что те, кто страдал много в жизни, тех пинали. Пинают вас, жалких существ, а сильных людей пытаются ранить. Это разные вещи. Вот если бы пинали, то этот человек никогда бы не встал на ноги, потому что он слабый, он ничтожный, его добивают. А когда ты сильный, тебя пытаются ранить, значит, ты впереди. Я рассказываю это для того, чтобы это стало примером для девушек, молодых особенно. Кто вам еще расскажет лучше, чем тот, кто совершал ошибку и не раз. У меня не было матери. Это очень много значит в жизни девушек, девочек. Любых детей, мальчиков и девочек, но особенно девочек. У меня не было матери, мне некому было идти за советом. Уткнуться носом, поплакать. Мне и сейчас некому идти. Я и сейчас одинока, как все сильные люди. Да, меня окружают люди, которые меня уважают. Я создала это уважение к себе и дружбу. Меня окружают люди, которых я могу назвать друзьями. Хорошими друзьями, приятелями, если хотите. Друг, именно друг истинный, их мало. Их бывает несколько человек. Но друзья, какой-то круг друзей, рано или поздно мы создаем. Просто я стала осторожнее, не всех пускаю в свою жизнь. Это нормально, неудивительно, если учесть, сколько всего мне приходилось пройти в этом мире. Все те, у которых были хорошие родители,
Они себя узнают сейчас, если я скажу. Вам даже 50 лет, а вы спешите домой поговорить с мамой. Вы звоните ей: мам, представляешь, вот я узнала такую новость, оказывается, вот что-то там случилось. А у меня не было матери никогда, ни тогда, ни сейчас. У меня была холодная глыба из льда, которая каждый день ждала моей смерти и говорила об этом, что я ей мешаю жить, мешаю ее счастью. И такие девочки, они ищут любовь. Чем старше становится, тем, конечно, меньше и меньше это все начинает уходить. У них появляются дети, друзья, работа. Они уже направляют свою страсть в другие русла, но в молодости они ищут любовь. И может создаться впечатление любвеобильности, что вот сколько раз было желание создать семью, сколько попыток. Друзья мои, попыток может быть много, но дело в том, что это очень быстро заканчивается. И поскольку ты молодая женщина, конечно, проходит некоторое время, и тебе нужно утешение, тебе нужен друг. Ты же не каменная. Потом не забывайте, есть возраст, гормоны, внутренняя страсть. Это молодость. Нету тех мозгов, которые сейчас, чтобы подумать и сказать: да на кой черт мне вообще это все нужно, это мучение, поживу-ка я для себя. В моей жизни было много поклонников. Однако я очень избирательна, и свою жизнь ближе к себе я пропускала очень мало кого в моей жизни. Но даже они принесли мне сплошные несчастья. Можно ли любить много раз в жизни? Да. Каждый, кто был в моей жизни, кого я любила по-настоящему. Просто любовь бывает разной. Нет много любить, сильно любить, мало. Любовь, она разная. Кому-то это любовь через уважение, кому-то через восхищение, где-то страсть, где-то нежность, где-то жалость. И это все любовь. И если бы хоть кто-нибудь из этих людей понял мою душу и заботился обо мне, я бы жила с ним до сих пор. И была бы счастлива, и считала бы, что это любовь. Не у всех есть роковая любовь. Вот та самая любовь, когда после него больше, все, больше никому никто не нужен в этом мире. И если его нет, то жизнь закончена. Не у всех есть. Я когда-то думала, что у меня была роковая любовь, но он погиб. Он погиб в Чечне, и я горевала, конечно. Но прошло время, я поняла, что это юношеское увлечение и вечная ему память. Но мы были молоды, все закончилось трагично. Мне надо жить дальше, у меня должен был быть ребенок, семья. Знаете, меня мучает этот вопрос, когда есть недосказанность, когда я до конца не сделала то, что должна была делать. Я считаю, что нет вот общей картины, полной картины не получится моей биографии. Мне так кажется. Есть вещи, которые я не хочу рассказывать. Случалось очень много и мелких неприятностей. Например, в школе, когда я работала и безотказно за всех выходила.
Выходила с автобуса раньше, там еще полчаса пешком шла до дома. Выходила, чтобы зайти передать от моей учительницы отцу, который лежал с онкологией в больнице, все, что нужно. Еще звонила, разговаривали они между собой. Очень уважаемый человек, тоже когда-то был учителем, преподавал, но болел человек. И после всего, что я делала, сколько раз я за нее проводила все эти мероприятия в школе и прочее, она во время учительского собрания взяла и просто унизила меня до предела. Хотя сама мне говорила, мой сын, который у нее сын учился в моем классе, мой сын говорит, вот это училка, вот теперь я понял, что такое история. Она сама мне сказала. А потом во время, то есть собрания, как начала, у меня к тебе много претензий, сказала она. Я тебя вообще за человека не считаю. Ты для меня ноль без палочки. Я была молода. Сейчас бы я послала ее очень далеко. И так, чтобы она там разрыдалась. Сейчас меня туда перенеси. Я знаю, что бы я с ней сделала. Но тогда я была молода, неопытна. Она была старше меня. Мне было неудобно ее оскорбить как-то. И я вышла в слезах, мне было так обидно, я столько сделала для этого человека. И таких случаев было море. Огромное количество подлости человеческой, зависти. Когда меня уже довели, и во время уроков заходили, при учениках делали замечания, мне это неприемлемо. Такое нельзя делать, ты роняешь авторитет учителя. Я не была там неучим. Просто им хотелось как-то меня принизить. Потом дети начали меня записывать тайком. Ничего такого не было, но они меня записывали по их заказу. Я поняла, что я не могу больше, не хочу там оставаться. Хотя вначале я себя настроила, что я буду сражаться, воевать, и черт из два они там победят. Но потом думаю, это глупо. Мы часто так говорим. Почему она должна победить? Почему я должна уступить? Не собираюсь. И мы просто отравляем свою жизнь из-за какого-то глупого принципа. Иногда надо отказываться от большего во имя маленького. Ой, неправильно сказала. От маленького во имя великого. У меня даже лекции есть. Откажись от малого во имя великого. Когда женщины сражаются до последнего за квадратные метры, доводятся до инсульта, до инфаркта, до всего, и ни в какую нет. Почему должно быть? Вы знаете, это не проигрыш, это наоборот, это победа твоя. Ты не даешь им шанса себя уничтожить, уходишь в нужный момент. Я написала заявление и, опять же, не по опытности оставила у секретаря. Надо было отнести, заверить, копию взять себе. И они очень подло сделали. Они сделали так, что якобы я не вышла на работу, чтобы уволить меня по статье. Не смогли уволить. Но было потрачено много нервов. Это было очень подло, когда человек смотрит тебе в глаза и говорит, я даже не знаю, я не видела никакого заявления. Я говорю, как же, я же тебе принесла. Ну как ты можешь не помнить? Я даже не знаю. Ну честно, я вот... люди, способные на такие изуверские, грязные просто поступки, что иногда удивляешься. Человек, с которым ты общаешься, вроде нормальный был, хороший. И поэтому таких событий в моей жизни было предостаточно. И о них рассказывать. Да, может быть, у некоторых людей и такого не было в жизни, но я не считаю это выживанием. Это обычная школа жизни. Это проходят все люди. Кто-то предает, кто-то обижает. И вот так проходит жизнь, набираются опыта. Я рассказываю о катастрофах, о крушении жизни, судьбы, когда никого нет рядом, некому подать тебе руку и вытащить из бездны. Ты совершенно одна, тебе некому идти.
Нет родителей, которые тебя защитят. Нет друзей. Нет ничего. Да и если даже есть, ты их не будешь беспокоить. После того, как мой второй ребенок ушел с этого мира, и после того, как я была практически сломлена, и потом издевательские слова одного человека, который за мной ухлёстывал, меня буквально разбудили, можно сказать, пощечины по лицу, что я себя как-то запустила, что-то я там не очень. И было сказано с такой радостью, так смачно. Я взяла себя в руки и, как я уже говорила, устроила модный приговор. Я назло мужчинам стала выглядеть очень хорошо. Они за мной буквально бегали, а мне было на них наплевать. У меня окаменело сердце. Но проходят годы. Я ездила, работала. Ездила по всей России. Возила цирки, шапито, дельфинарий, была админом. Это очень сложная работа. Нужно ехать, договариваться с местными чиновниками. Где-то улыбкой, где-то там уговорами, где-то деньгами. Потом нужно снимать квартиры всем артистам. Тогда еще не было карточной этой системы, отправляли через почту. Это крупные суммы денег. Вы понимаете, что есть люди, которые этим живут, и это тебе как бы неинтересно, кто сколько получил, а они этим живут, они там сидят, караулят, смотрят, высматривают. Несколько раз меня чуть не ограбили. Ножом кинулись, чуть не убили. Все время меня силой отводили в сторону. Спасали. Случались какие-то короткие романы, прогулки под луной. Особенно я ездила, когда гидом по Золотому кольцу России. Вот мой любимый Псков. Он оставил о себе очень приятные воспоминания. Там когда-то я встретила человека. Он был осетин. Красавец такой. Но его друг в меня влюбился. И он все нам испортил. Он какие-то подлости ему шептал. Якобы я какие-то намеки ему сделал, какие-то... Это просто, отвратительно было все. Но мы поссорились. Я уехала. Он в отместку, значит, залез в постель к моей, подруге, я так считала. Потом описал ее, это было отвратительно, что она такая сякая, старая. Вы знаете, вот некоторые женщины, когда лезут под мужчин своих подруг, они думают, что они делают гадость ей. На самом деле они себя унижают и предают, потому что вас потом обсуждают и над вами смеются. И он мне сказал, я назло тебе это сделал. Я специально это сделал, чтобы тебе было больно, что ты уехала. Потом он мне отправлял фотографии с какими-то женщинами. Друзья фотографировали. Не знаю, что за женщины там были, которые позволяли себя фотографировать в таком виде. Кстати, не раз это было. Мужчины почему-то любят такое. И отправляют такой день, знаете, значимый для тебя. День рождения, 8 марта, вот такие подлые вещи. Удивительно просто. Как-то я прочитала под роликом, не помню, кто написал, что вроде 60-х годов, что ли, у мужчин понизился тестостерон. И вообще многие мужские качества исчезли. Знаете, я, может быть, и не поверила бы, если бы я не видела столько несчастных браков и отношений вокруг. И вот в этом всем великолепии
поездки по всей России. У меня даже есть фотографии с дельфинами. Я когда работала админом дельфинария. Еще много воспоминаний, правда, много. Мне иногда говорили мои близкие люди, что вот уж ты-то вообще все увидела. Я всю Россию исколесила. Когда некоторые дураки говорят, что я дома чахну, как Кощей над златом чахнет, а мы едем куда-то. Дорогие мои, я так долго путешествовала, я столько съездила. Вот честно, я хотела, чтобы у меня был мой дом. Проезжая мимо окон чужих домов, ночью автобус едет. Я там должна поехать в гостиницу, сначала остаться, утром поехать снимать квартиры этим артистам, потом договориться про место. Они через 3-4 дня должны приехать, свет надо провести, туда воду. Все это надо организовать. Я вот смотрела на эти окна и думаю, ну хоть бы вот маленький какой-нибудь домик, хоть конура, но чтобы была моя, как я хочу свой дом. Как же я устала от этой цыганской жизни, туда-сюда. И вот когда мне сейчас говорят, что вот мы едем, куда-то поехали, она... Да я столько объездила, вы не представляете, все города Золотого кольца. Нижний Новгород, Великий Новгород, Ростов Великий, просто Ростов. Это, кстати, разные города, чтобы вы знали. Это в Ярославской области. Удомель, Тверь, Тула. Ну, куда еще? Везде. И Кремль этих городов, там же везде есть свой Кремль. Псков мой любимый. Элиста. Тамбов. И Тамбовский волк мне товарищ. Ну, везде я была. И раскопки вели, и Волгоградская область, это понятно. Значит, Новгородская область, Тверская. Через Москву столько раз проезжала, Москву. Я Москву-то и раньше знала, я оставалась здесь, я останавливалась. То есть я вот, начиная с 22 лет, наверное, примерно так, потом перерыв, ребенок родился, и дальше. И до 30 лет почти я ездила везде. В 30 лет, да, переехала в Москву. Все. Поэтому, вы знаете, сколько я объездила? Мне хочется оставаться дома. Я наслаждаюсь тем, что я дома. И вот встретился мне человек. Ну, наверное, где-то 27, где-то вот так примерно. До 29 лет почти. Никто не знал о наших отношениях. Мы жили, можно сказать, тайком. Я ездила, приезжала. Он уезжал, приезжал. Это квартира его друга. Он уехал за границу и оставил ему жить. Платить там коммунальные и прочее. Вы знаете, очень замечательные были отношения. Очень нежные. Очень бережные. Человеческие. Я, наверное, первому мужчине призналась о том, что у меня есть какие-то знания, способности. Он очень заинтересовался, он просил меня рассказать, объяснить, как я вижу, что. Ходили рука об руку, делили кусок хлеба. Я просто подумала, что, наверное, вот сейчас я начну жить. Скоро все будет хорошо, заработаю немного.
Перестану ездить по Золотому кольцу. Осядем, может, купим дом. Возьму ребенка, и просто начнется человеческая жизнь. Но, как сказал Лев Толстой, все счастливые семьи похожи друг на друга, но каждая несчастная семья несчастлива по-своему. Бывают люди, знаете, вот понимают друг друга, искренне любят. Такое случается. И такое случилось. И это было правда. Человек мной гордился, интересовался моими успехами, трудностями. Все было хорошо, можно сказать, идеально. Но я потом заметила, один раз уехала, на 2 недели вернулась. Чувствую, что-то не то. Какая-то холодность, какая-то озлобленность. Раздражался все время. Если куда-то выходили, обязательно с кем-то спорил, злился, стремился домой. Я сначала это списала тому, что, может, устал человек. Как-то я веду такой цыганский образ жизни. Он устает у себя там в автосервисе. Как-то вот не хотела верить в это. Потом я заметила, что он уединяется надолго в туалете. Потом я увидела, как он готовит кофе, в общем, перемешивает, и как у него подгибаются ноги. И, знаете, и как будто меня ударили просто чем-нибудь по голове. Он меня не замечал, потому что он был в своем мире. А я вот смотрела тайком из этого зала. Я поняла, что меня убили, что это все. Я не очень разбиралась, сейчас не хочу называть это слово в Ютубе, чтобы он пропустил ролик. То есть не разбиралась, имеется в виду, не было такого опыта с такими людьми, но я очень много читала, изучала, я знала, что это такое. И я знала, что это не лечится. Я просто поняла, что это конец. Вы знаете, я ничего не сказала. Я просто подошла, вот так села. Ночь, смотрю, звезды. Летнее такое время. Смотрю вдаль, и я понимаю, что я его уже похоронила. Что это все. У меня не было иллюзий, там, самообмана, вот это все хорошо, будем лечить, спасать. Я поняла, что сколько ни лечи, ни спасай, итог будет один, он умрет. Я даже не знаю, как вам объяснить. Вот все умерло внутри. Вот как у того волка из мультика. Ну что, опять? Опять у разбитого корыта. Ну сколько ты будешь искать эту любовь? И знаете, как будто какая-то демоническая сущность за спиной прям расхохоталась. Вот посмеялась надо мной от души, мол, дура ты, ну сколько ты будешь вот так
свою жизнь ломать об колено. Если в Москве потом мне снова встретился, но я об этом рассказываю, мой ад в Москве, видео. Но он меня шантажировал, вымогал деньги, он был для меня никто, я его не любила, мне было плевать на него. Я только и ждала, когда он сдохнет. То этого человека я любила. Я ничего не сказала. Он там стоял. Потом пришел, потом где-то он упал, уснул. Я утром с ним поговорила. Он, конечно, отрицал, он говорил, что это неправда, мне кажется. Ерундой я занимаюсь, в общем. Не говори глупости. Эти мобильные только вышли. Еще не такая была связь. То есть популярная. Но у нас они были. Однажды мне позвонил, сказал, что умирает, что он не рассчитал, назвал место. Я пока поехала, его там не было. Его увезли на скорой. Нашла в больнице, где он лежал. Но он сказал, что еле успели его, откачали, что он больше не будет, он выйдет из этого состояния, все хорошо. Я, конечно, ничего не говорила, кивала, понимая, что спорить бесполезно. Пока что это было не сильно заметно, его отношение ко мне. Потом он сбежал с больницы, мне позвонили, спросили, где он. Я говорю, а он же там, нет его. Ну, естественно, он сбежал. Человек с высшим образованием, но в те годы очень тяжело было с работой. И поскольку он в детстве чинил машины с отцом, он работал в автосервисе. Но он был умный человек, начитанный, с ним было о чем говорить. Но стоит ли мне сказать о том, что там началось воровство, что его оттуда выгнали? Потом мне позвонили, кто его знал. Сказали, что он возле какой-то стены сидит на корточках. Я поехала туда. Это очень страшное зрелище, когда человек, который тебе дорог, вот так упал, понимаете? И падает, и на твоих глазах превращается в такое животноподобное существо, такое слабоумное какое-то создание. Ты же его помнишь, каким он был? В твоей памяти-то он такой, каким он был. Но перед тобой уже не он. Я понимаю родителей, родственников таких людей, которые их без конца спасают, жалеют, плачут. Понимаете, в их глазах он тот самый хороший парень, которым был, и они не могут поверить, что перед ними уже не он. Это очень тяжело. Они не страдают, они наслаждаются жизнью, у них свой мир. Они не видят свой позор со стороны. У них только одна мысль: утром колоться, вечером ложаться колоться. Где это найти, где деньги взять. У них других мыслей нет. На самом деле мучаются все, кто вокруг них. Им надо думать, где заработать, им надо за все заплатить. Они-то трезвые, они видят этот мир, какой он есть, понимаете? А этим-то что?
началась озлобленность, ненависть. Сдавала свои украшения, чтобы дать ему денег, чтобы он не мучился. Тогда и у меня не было такого достатка. Осталась с ним. Начала работать в Волгограде. Очень боялась, что узнают друзья. Вот это ощущение позора, вы не представляете, как страшно. Потому что родственники или друзья, или знакомые, или близкие таких людей, они понимают, что стоит им признаться в этом, и они тут же становятся изгоями. На них тут же смотрят с подозрением. От них прячут деньги. Это как проказа. Ты здесь ни при чем, ты же этого не делаешь. Но ты же живешь с таким. Ну, в конце концов, мы становимся созависимые. Приходит такой момент, когда ты от жизни ничего не чувствуешь. Ты становишься такой же, как он. Только у него есть свой кайф, а у тебя нет. У тебя трезвость. У тебя дела, у тебя трудности жизни, которые ты должна тащить на себе. У тебя вся тяжесть мира. А у него наслаждение. И жуткий страх, ломок. Все. Ты становишься зависима от этого. Друзья мои, тогда не было вот этого. Не ходили, не зарывали нигде. Тогда это продавали из рук в руки. И чаще всего это делали погонники. И дошло до того, что он меня так довел, что он так ревел, мычал, что умирает, что у него ломка, что он сейчас прыгнет с окна. Вот до такой степени, что я пошла ему это покупать. Узнала. Мне дали чужой паспорт, по которому я должна была зайти в определенное госучреждение. Там у некого погонника это забрать и уехать. Представляете, я взяла, чужим паспортом прошла туда, это взяла, вышла, привезла ему. И вот я сейчас вспоминаю эти годы, мне страшно. Я чужим паспортом незаконно проникла в государственное учреждение. Это срок. У меня в руках этот порошок. Я его взяла. Это срок. Я вышла оттуда. А что, если они меня так обманули бы? Вот я бы зашла, взяла, вышла, и они на полпути отправили бы своих людей меня задержать. Вы понимаете, какая тупость, до какого состояния человек доводится, что он идет на такие преступления необдуманно, не понимая, на что себя обрекает. Перечеркнуть свою жизнь и много лет своей жизни вот такой глупостью. Но внутри это все было до такой степени, мне нужно было это достать, отдать ему, чтобы мои мучения прекратились, чтобы я могла спать, чтобы я могла морально отдохнуть хоть немного. Я не хотела просыпаться. Мне хотелось все время спать, отключиться. Вы знаете, люди, которые хотят спать, это не потому, что они устали, а потому, что им очень больно. Они убегают от реальности. Вот закрывают глаза и отключаются от этого мира. Потом начались проклятия. Говорила ему самые страшные вещи. Желала ему смерти. Вся внутренняя боль концентрировалась. Вся боль. Недосказанность, одиночество, отсутствие помощи, поддержки какой-либо. Что я вынуждена так жить, что у меня нет будущего.
что я не могу его бросить, но в то же самое время ненавижу его, потому что это как камень на шее. Он мне говорил последние слова, обзывал меня грязными словами. Потом плакал, извинялся. Постепенно он потерял свой человеческий облик. Это буквально несколько лет. Он абсолютно превратился в деграданта. Он мог не мыться неделями. Он никакой. Я приходила, он куда-то ушел, это нашел, пришел, сделал, упал там где-то в углу. В течение дня там вяло как-то ходит, что-то поел. Опять куда-то пошел. Жизнь стала мертвой. Такое было чувство, что я живу в склепе, в могиле. В могиле с трупом. У человека нет мечты, нет мысли, нет чувств, нет любви, нет ничего. И самое страшное, что я-то это не делаю, мне это не нужно. Но я живу именно его жизнью. Такой же бесполезной жизнью, также деградирую, потому что все остановилось, потому что нет развития, потому что я не крашусь, не хочу одеваться, не хочу жить, мне ничего не интересно. Все останавливается просто, жизнь стоит на месте. Твоя психика страдает. В какой-то момент ты понимаешь, что тебя нет в этом мире больше. Ты не существуешь. Ты живешь ради того, чтобы этот человек получал свою дозу. Ты работаешь день и ночь. Все эти деньги уходят в никуда, они исчезают. Он умирает постепенно, потому что у него все отказывает друг за другом. Мы возили его лечиться с его близким другом. Никакого толку. Возвращается через недели-две та же история. И клятвы, и слезы. Это все бесполезно, друзья мои. Это все бесполезно. Я его окружение не беспокоила. Его родители жили своей жизнью, им было тоже безразлично. Пару раз попробовала просто объяснить, попросить. Не услышала ничего в ответ. Какое-то фырканье, что это все баловство, ерунда это все. Надо всякой ерундой не заниматься. Мужики они такие, ну мало ли там где-то там выпьет, и что теперь покурит чего-нибудь. Ну, в общем, я поняла, что этим людям наплевать, что я буду их беспокоить. Тем более, боль чужого человека им была неинтересна. Я для них была чужая, неродная кровь, ну, страдаешь, и что теперь это... Ну, то есть твои страдания всерьез никто не воспринимал. Однажды это все закончилось. Как ни странно, не из-за того, что он переборщил. Ну, в общем, там случилась трагедия. Он погиб. Вы знаете, мне было такое ощущение, что я какая-то вот как проклятая. Куда ни пойду, где не пытаюсь построить свою жизнь. Возвращаюсь в этот Ленинск, опять к ним, опять в эту ненависть. Хотя, когда последний раз на похоронах своей тети я поехала туда, все меня помнили, и я говорила об этом, все ко мне очень хорошо отнеслись, все меня приглашали, все по мне соскучились. Мне было очень приятно. Я почувствовала, что я для людей была хорошим человеком. И они обо мне как думали, так и думают. Его похоронили без меня. Ну, кто я там? Мы жили просто вместе.
Я сдала ключи его другу, собрала вещи, вернулась в мой любимый Ленинск. Знаете, двоякое было чувство. Ты помнишь человека, каким он был, и это очень больно. Это ужасно было больно. Все должно было быть хорошо. Вот поэтому я за высшую меру, как в Китае, тем, кто это распространяет. Потому что, когда говорят, ой, ну никто же никого не заставляет, их заманивает туда, пользуется моментом. Человек пьян, человек расслаблен, человек в плохом настроении. Их заманивает туда, чтобы потом с них получить деньги. Вы не думайте, что они просто продают. Они губят души. С другой стороны, вспоминаешь все эти оскорбления, унижения, ненависть. Тебя же обнуляют, и начинаешь себя чувствовать каким-то дерьмом. Тебе внушают, что ты какая-то хрень ты, а не человек. Это вот сказано со злостью такой, знаете, с уверенностью. И ты начинаешь комплексовать через некоторое время, ненавидеть себя, начинаешь думать, что действительно, может, со мной что-то не так. Потом начинается полная деградация. Человек превращается в животное. Потом эти постоянные поиск вот этой дряни, усталость, постоянно зарабатывать и не видеть результат своего труда, болотная жизнь, ощущение, как в могиле, нет оттуда чувств, нет ни одной положительной эмоции. Ты стареешь душой, телом, сердцем, не хочется жить. И в какой-то момент это закончилось. Боль, досада, разочарование, облегчение. Все вместе. Но то, что это тебя способно сломать, это возможно. Это возможно. Некоторые люди после этого вообще не могут встать на ноги и жить. И вот я решила отвлечься, решила отключиться от всего, решила полностью поменять вид деятельности и устроилась на работу в музей. Сначала там было хорошее отношение, да и вообще до конца было хорошее отношение. Там бабушки эти дежурили, я им столько помогала, они меня очень, очень полюбили, я им и подарки дарила, и все на свете. Это вызывало немного так обиду старшей сотрудницы. Потом приходили на экскурсию, просили, чтобы я провела. Она мне один раз прям пришла и говорит: так, напиши мне, пожалуйста, что ты там им говоришь во время экскурсии. Прям всю свою экскурсию напиши мне. Я поняла, почему она хочет провести моими словами. И до сих пор это продолжается. Все эти преследования, эта грязь, эти лживые обвинения, всякие там дурочки, которые сидят на моем канале, потом возомнили себя ведьмами и, дабы обратить на себя внимание, начинают какие-то обвинения в мою сторону кидать. Пытаются меня копировать. Вот с того времени пытались копировать, и люди до сих пор так и не поняли, что если это дано тебе, то это твое. Если не дано, ты можешь говорить, как я, и повторять мои слова. Ты мной не станешь. Я не сопротивлялась, я написала ей. Я это сделала специально, потому что я знала, что вот сейчас будет то, что надо. Пришла вот эта вот экскурсия, дети пришли. Она начала их водить и читать, ну, то же самое, моими словами.
И один из детей сказал: "О, это неинтересно, вон там девушка была с черными волосами длинными. Можно ее? Она интереснее читает. Что-то мне скучно, не хочу смотреть, слушать". Ну да ладно. Это было такое место, рядом перед зданием братские могилы, две. Одна братская могила — это расстрелянных в 17 году, коммунистами расстрелянных белогвардейцев. Вторая братская могила — это погибшие в Великой Отечественную. Это здание было госпиталем в то время. И вы, мне кажется, уже догадались, да, что там было. По ночам боялись дежурить. Все время эти, значит, сторожа, да, писали заявление, уходили, боялись. Однажды выключили свет, и женщины там, одна бухгалтер, другая еще кем-то работала, они остались ночью, потому что там сигнализация, если она не работает, остались на всякий случай, если что, там звонить в милицию и так далее. Ну, там ценные такие экземпляры, все, экспонаты. И она говорит, всю ночь мы были в ужасе. Они в кабинете директора закрылись, боялись высунуться. Ходили, просто ходили по этому зданию. Крики, вопли, ходьба. Чуть не посидели. Однажды вешаю картину наверху, и внизу мужской голос что-то говорит. Я подумала, что пришли на экскурсию, и даже удивилась. Обычно в такой день, как-то вторник, что ли, мало кто приходил. Я этим бабкам кричу. Я говорю, скажите, сейчас я спущусь. Спустилась. Они мне говорят, что ты там кричала? Я им. Ну там же человек был. Куда он делся? Я хотела сказать, что я чуть позже проведу. Не было никого. Я говорю, как не было? Мужской голос. Да не было. Ну ладно, я подумала, мне показалось. Поднялась наверх. Опять этот голос. Но он уже сказал прям рядом со мной, чуть ли не в ухо. Я бросила все и побежала вниз с пулей. Они мне, что случилось? На тебя лица нет. Я говорю, кто это был вообще? Я думала, человек ходит. Чувствуешь что-то неживое, не хочешь до конца поверить. Они переглянулись, говорят, ага. А ты что, не знаешь, что ли, легенду нашего здания? Но это место, которое пугало всех, в конце концов со мной подружилось. И у меня было такое ощущение четкое, что эти силы начали вытягивать с меня эту боль. Но не сразу. Перед этим случилось то, в чем мне очень стыдно признаться, но я скажу. У нас женская компания. Новый год, 8 марта. И начинаем отмечать, а я абсолютно не пьющий человек. Я вообще не пью, и сейчас не пью, и тогда не пила. Но мне налили водку в этот апельсиновый сок, перемешали. И как-то мне понравилось. Вроде не очень как-то горькое, так, необычный какой-то вкус. Я выпила. Мне так стало хорошо. Знаете, такое ощущение, расслабилась вообще, отключилась от всего. И вот такое чувство, как будто вот эта накопленная горечь, боль за столько времени, как вырвалась наружу. Я как давай рыдать. Они мне, да что с тобой происходит? Я говорю, не обращайте внимания, просто я говорю, мне как-то какая-то истерика началась. И они говорят, непривычно, будешь знать, как с русскими пить. Твои кавказские гены дают о себе знать. Я говорю, да, наверное, так и есть. Я говорю, давайте-ка, наливайте мне еще. Налили. Я сейчас не помню, сколько я выпила. Прям нормально так. И я рыдаю, плачу. Они там поют. Я начала петь.
Для меня это было совсем непривычное состояние, среда, никогда у меня такого не было. Мой отец-то не пил, гулял, он нажирался, понимаешь, пил, сидел и наливал, и пил, наливал. Это не было вот застолье. Он просто пил вот так вот всю ночь и до утра. Это был алкоголизм конченый. Ну, а тут же застолье, мы все поем, пляшем. И я пошла, уединилась в туалете, закрылась, как начала плакать, рыдать. И вот на стене появилось его изображение. Он встал и вот так смотрит на меня. Но не такой, каким он умер, а какой он был. И я ему высказываю все. Какая же ты сволочь. Я ж так надеялась, что хоть раз, хоть сейчас у меня будет нормальная жизнь. Какая же ты тварь. Ты меня променял на это дерьмо. Сука ты. Все, что могла, сказала ему. Он посмотрел на меня и исчез. Выхожу, они мне: ты что там ругалась? Ты что, не одна, что ли? Одна из бабушек даже так заглянула туда, посмотрела. Нет, вроде никого нету. Ты чё? Я говорю: ничего, все хорошо. У меня такая генетика, я долго не пьянею. Вот бывало, шампанское выпьешь или пиво, или что. Очень редко. Минут через 20 это улетучивается абсолютно вообще, как будто и не было. И я почувствовала, что вот это мне дает облегчение. Человеку, у которого не было никаких положительных эмоций никогда, ниоткуда, вдруг почувствовал положительные эмоции. Первый раз в жизни. Я думаю, ничего себе, как мне легко стало. Хорошо. Я не поняла, что мне нужно было выговориться просто, вылить этот, знаете, внутренний яд, который накопился. Я приписала это все алкоголю, что это все алкоголь меня вылечила, помогла. Я к тому, когда люди говорят, что ой, вы не понимаете, это зависимость, я не могу отойти. Можете, просто не хотите. Можете. А как это затягивает, я знаю. Просто люди говорят, когда... Вот реально мне дали пройти все, чтобы я любого человека могла понять. Это ужас какой-то. Даже это. Я это запомнила, это состояние эйфории. Поехала домой. Как раз были выходные. На следующий день пошла в парк с сыном гулять. И был такой напиток, гранатовый сок с водкой, с алкоголем. Я не помню, как он назывался. Но не отвертка, а по-другому как-то называлось. И я взяла этот гранатовый сок. Ну, я же умная, я ж не деградированный алкоголик. Я взяла гранатовый сок, еще другой, просто сок. Этот сок я вылила. Тот гранатовый перелила туда, закрыла, продуманное. Кинула это в мусорку и иду. Просто пью сок, фанту или что там было, не помню. И я чувствую, что мир заиграл новыми красками. У меня появились эмоции. Я стала радоваться жизни. Мне стало как-то наплевать, что там дома мне скажут, там родители, что там будут орать и сегодня ночью, и утром. Мне стало так по одному месту все. Я думаю, это же лекарство от всех болезней, люди. Как же я раньше не догадывалась, вот дура. Надо было просто выпить нормально и все. Все хорошо, смеюсь, ребенок радуется, я радостная, там, веселая мама, катаюсь там. Все хорошо. Когда мы шли домой, я еще один взяла, опять перелила туда и пошла домой. У нас дома никто не заметил, потому что я вообще никогда не пила. И они странности не заметили.
Единственное, что я послала мать куда подальше, когда она начала мне с претензиями. Вот там что-то не там стоит, это не там лежит. Я сказала, пошла вон отсюда. Она удивилась, конечно. Ты что там мне грубишь? Я говорю, иди отсюда. Иди дверь закрой. У меня настроения нет. Я твой собачий лай слушать не хочу. Извиняюсь, что так говорю, но мы уже так разговаривали, поэтому что тут уж, как там, тут помню, там не помню. Все как есть. Легла спать. Нормальный сон, спокойный, без кошмаров на сей раз. На следующий день делами занимаюсь, я пошла, меня тянет. Мне захотелось опять выпить. Мне тянуло не пить, мне тянуло отключиться, получить положительные эмоции. Я сейчас понимаю, как люди спиваются, как люди затягиваются туда. Абсолютная пустота. Это не оправдание. Многие пьют и от хорошей жизни, и весело им пьют, и потом все. Но у меня была адская жизнь. Я выпила, мне хорошо. Я не помню о умершем ребенке, я не помню о сломленной, разбитой жизни, ни о чем не помню. Все хорошо, замечательно. И я заметила, что я с работы, я обманываю себя и других. Нет, ну на самом деле я иду брать, там я брала колбасу, все там, ну, угощала, торты брала. У нас же такая работа, знаете, мы везде можем сидеть там, а на следующий день 3-4 экскурсии проводим, дети приходят. Это музейная работа, это не школа, чтобы ты каждый день, у тебя уроки, и ты вот не сможешь себе позволить. Можешь, везде можешь сидеть, чаи гонять, фигней заниматься целую неделю. Я иду, я пошла торт куплю, сейчас приду. Ладно, хорошо. И все там рядом прям. Я прохожу и беру все, что нужно, сажусь, выпиваю. Это все выкидываю, беру торт, иду, угощаю всех. Никто не видел, я это все очень хорошо скрывала. И никто, и до сих пор никто не знал, и никто из тех людей, которые были рядом, если услышат эту историю, они будут в шоке. Они этого не видели. Такого нет, скажут, да выдумываешь. Нет, если бы ты пила, мы бы увидели. Да, я выпила. И не раз. У нас рядом дорога идет к работе. И там есть старинный храм. Я всегда говорила, что у этого храма есть душа. Дело не в христианстве, не в религии, а именно, как она была построена, это творение рук человека, они вложили туда душу. Это очень красивый старинный средневековый храм. Как он уцелел там, я даже не знаю, во время войны, бомбежек. Говорят, что половина была разрушена, ее потом реконструировали. Ну, вот такая прям белая красавица с золотистыми куполами. Я ее так и называла. Проходила, когда каждый день на работу, и говорила: «Привет, моя красавица». Мне как-то так легче становилось. Я не думала туда зайти или там для чего-то. Конечно, я далека от религии, и я ее не рассматриваю сейчас до сих пор как религиозное место. Нет, это было старинное, красивое архитектурное здание, куда люди внесли свою лепту, свои деньги, свой труд. И вот я никогда не слышала, как там колокола звонят. Но один раз она мне ответила, душа этого храма. Я, как обычно, это длилось, я вам могу сказать точно, 2 месяца. Больше никогда этого не было и не будет никогда. Как бы мне не было плохо, меня не тянет туда, меня отрезало вообще. И у меня нет расположенности пить.
Но со мной случилось что-то, и я сломалась. Так ломаются люди. Так красавицы превращаются в старух. Так сильные женщины становятся деградантами. Так происходит все. Таким образом, по чуть-чуть. Я немного, последний раз, больше не буду. Это я просто расслабляюсь. Ну, а что здесь такого? Все пьют, и я пью. Ну, по выходным, что тут такого? Так утешают и обманывают себя, пока не уничтожают себя полностью. Я взяла эту отвертку, пошла, села на скамейку, там парк. Открыла, выпила, и напротив я смотрю, он так расположен, этот храм, он далеко, конечно, но просто ты видишь его. Это не рядом с храмом. Ну, идет там дорога, значит, вот зона такая парковая. И вот храм он там стоит. Я посмотрела и полюбовалась. Тем более под градусом мне еще красивее она показалась. Я говорю, ну что ты смотришь? Я же ничего плохого не делаю. Вот я так сказала ей, как живому созданию. И зазвучал колокол. Мне так стало, вот мне сейчас даже плохо стало. Это было такое осуждение. Мне как будто, знаете, вот дали вот пощечину. Она мне ответила. Меня просто передернуло от этого. Я вспомнила, сколько раз я с ребенком шла купаться и выпившая. И я понимала, что мой ребенок мог утонуть, а я бы его не спасла. Я себя так возненавидела в этот момент просто. И когда она мне ответила и сказала мне, эта красавица, она сказала, остановись. Поэтому я ненавижу людей, которые все время пытаются что-то разрушить. Пришли коммунисты, разрушили храмы, и ушли коммунисты, построили обратно. Не нужно этого делать. Это не пристанище религии, это творение рук человека. Там душа тех людей, которые его построили. И вот та вот белокаменная красавица, она, можно сказать, меня остановила этим своим грозным звонком, вот этим колокольным звоном. У меня по голове просто. Что же ты делаешь? Я просто встала и вылила это на землю, выкинула в мусорку и поклялась ей, что я никогда в жизни больше пьянством заниматься не буду. Если я выпью на праздник или на Новый год, или просто с друзьями посижу и выпью пиво, но чтобы я залечила свои раны водкой, никогда в жизни этого больше не повторится. Я дала себе страшную клятву, встала и ушла. Взяла кофе, пришла в себя. И у меня это все ушло. Ушло, потому что я проявила силу воли. Я сказала себе нет. И все. И когда мне говорят, что я не могу остановиться, вы понимаете, зависимость – это болезнь. Нет никакой болезни. Это глупость, где-то распущенность, где-то вседозволенность, но болезни здесь никакой нет. Болезнь – это рак, болезнь – это гангрена, болезнь – это грипп. А вот это твой выбор. Точка.
С тех пор прошло много лет. В моей жизни был еще не один ад. Преследование и до сих пор есть. Много зависти, ненависти, желания меня уничтожить. Вплоть до убийства, и ограбить, и чего только не было. Очень много. Не хочу рассказывать. Я потом узнавала это все. Меня отводили, и отводили, и отводили, и отводят. Но больше никогда в жизни я не позволю себе залечить свои раны вот этим ядом. Это все равно, как лечиться от гриппа, выпивая мышьяк. Никогда. В каком бы аду вы ни варились, будет еще больше ад и больше тупик. Если вы хоть на секунду позволите себе думать, что вот это вас спасет или поможет выйти из этой душевной боли. Душевной боли станет еще больше. На трезвую проходите все. Станете сильнее. Вот эти 2 месяца выпивания, пьянства, называйте как хотите. Это были первый и последний раз в моей жизни. Просто я сломалась. Просто уже места не было. Просто негде было получить хоть одну положительную эмоцию. Не было близкой души, не было плеча, где можно уткнуться и заплакать. Не было никого. И вот этот демон с такой ехидной улыбкой, потирая ручонки, налил мне чуть-чуть. И сказал: посмотри, как хорошо все. Замечательно, нет никаких проблем. Все заиграло новыми красками. Радуйся. Вот тебе лекарство. Пей. И начал лукаво шептать мне оправдание. Все пьют. Ну, по праздникам же можно. Ну, а что я такого делаю? Я же ничего не делаю, никому же не мешаю. Я же свои дела все равно, я же работаю все равно. У меня все в порядке. У меня ребенок сытый, дом чистый. Узнали? Вот это вот шепот демона. Все хорошо у меня. Все замечательно. Это же никому не мешает. Что я плохого сделала-то? Просто немного расслабилась. Я же человек. Есть люди, которые могут каждый день 100 грамм выпить. Ты в течение дня выпить и работать. Ну, выпили чуть-чуть и делами занимаются. Это одно. А когда ты лечишь свои раны этим, ты не остановишься. Ты должна пить до того момента, пока ты не забудешься сном, не отключишься. Это сейчас не видно, и ты хорошо скрываешь. Завтра твоя походка себя выдаст. Послезавтра твоя кожа покажет себя. Потом волосы начнут сыпаться. Потом кожа станет дряблой. Потом ногти станут желтые, зрачки красные. И постепенно ты постареешь и телом, и душой, и умом. И в какой-то момент ты найдешь себя в мусорке. Нет, этому не бывать. И как бы мне не было тяжело, я поняла одну вещь. Мне надо помочь тем, кому еще тяжелее. Вспомнила, как я в студенческие годы работала волонтером в хосписе. Еще раз пошла туда. Начала помогать. Недолго, правда, потом этот хоспис перенесли. У меня уже не было возможности туда добраться. Но когда ты помогаешь людям без руки, без ноги, лежачим, когда ты с ними разговариваешь, даешь им надежду на то, что там лучше,
ни на жизнь, они знают, что они обреченные. Тебе становится легче, ты понимаешь, что есть люди, которым тяжелее, чем мне. Есть люди в плену, есть люди в тюрьмах, незаслуженно осужденные. Есть люди без руки и ноги, есть люди, которые потеряли зрение. Есть много-много людей, у которых в жизни намного страшнее, чем у тебя. Тебе становится стыдно за свое нытье. Самый лучший способ помочь себе – это помочь другим. Поверьте мне. Ни водка, ни что-то другое, ни бары, рестораны, ни забытие, ни одежда, ни золото. Помочь другим. Был такой великий поэт и автор песен, и певец средних веков, конец XVI века, насколько я помню. Аванес Саядьян, Саят Нова. Я о нем как-то рассказывал. Он влюбился в царскую сестру, за это был изгнан. И когда войска Ага Магомед хана напали на Тбилиси, он с мечом в руке пошел защищать монахинь и погиб. Погиб как воин. У него очень много мудрости в его песнях, но есть несколько таких фраз. Даже если весь мир тебе подарит, что с того? Куда ты это денешь? Люби книгу, люби просвещение, люби любимого, люби жизнь, люби людей и душу свою полюби. И другая фраза. Все, что твое, не твое. Однажды достанется всем, кроме тебя. Твое – это то, что ты подаришь миру. Оно и есть твое. Я всегда удивлялась. Была еще молодая, глупая, и я думаю, эта фраза, и все время старшие повторяли. То, что ты даришь миру, то и твое. Я думаю, что за ерунда вообще? Что значит, вот мое, это мое, а я подарила кому-то, как это уже не мое, я же отдала. Я позже поняла это. Ты даришь материальные блага, поддержку. Ты даришь миру свои знания. Ты даришь миру свой свет, который в твоей душе. И ведь люди после тебя говорят, вот это кольцо мне подарила вот та вот женщина, вот она, вот так ее звали. Вот моему сыну операцию оплатила вот эта женщина. Она нам подарила деньги и возможность моему ребенку встать на ноги. Вот эти книги написала вот эта женщина, вот эти ролики сняла вот она и подарила абсолютно бесплатно, даром. Вот когда тебя не станет, то, что твое, останется твоим потомкам. Что они с ним сделают, неизвестно. Может, будут достойные потомки, передадут из поколения в поколение, может, нет. Но оно уйдет. Ты всего лишь временная владелица этого всего, которая передаст дальше. А вот то, что ты отдаешь этому миру, вот оно твое и никто не отнимет. Потому что это в веках останется у людей, и они скажут, это нам дал вот этот человек, это его работа. И поэтому, друзья мои, когда люди иногда говорят, зачем вам столько вы дарите, вот столько подлости люди делают, а вы все равно. Потому что были в моей жизни 9 кругов ада, и в этих 9 кругах ада, кругах, не было ни одной спасительной руки. И я хочу, чтобы
мои труды помогали тем людям, и мои беседы, и мое признание тем людям, у которых такой ад сейчас или только прошли. Потому что, к сожалению, от ошибок мы не застрахованы. Как бы я вам ни рассказывала, все равно молодые совершат эти ошибки, которые совершали мы. Хотя бы пусть они послушают и поймут, что нет безысходных ситуаций. Если я перед вами живая сижу и разговариваю, и я не погибла, не спилась, не повесилась, ничего не сделала такого, чтобы меня уничтожить, то есть саму себя, значит, и вы сможете выйти, выжить и пойти дальше. Я думаю, этого достаточно. Больше не могу, правда. Но когда я что-то начинаю, я должна доводить до конца. Если я сказала о своей жизни, значит, и о своей жизни я и должна рассказать. Насколько возможно много. Еще, наверное, сниму мемуары. Может, 1-2 ролика. И это тоже наберем текст и издам эту книгу. Только когда будете читать, знайте, что все, что здесь сказано, уже пройдено. Пройдено с честью, с достоинством. И никто не пострадал помимо меня, кроме меня, во всех этих историях. Никто. Ни на кого это не было вымещено. Никто никого не использовал для того, чтобы спастись. Все пройдено самой. Никогда не озлобится человек сильный. Если у тебя такая душа, бесполезно, что бы ты ни прошла, ты останешься человеком. А если ты дерьмо, ты можешь родиться золотой ложкой во рту, окутанная в соболя. Ты дерьмом и останешься. Желаю всем удачи.